План мадридского Реала по подписанию Эрлинга Холланда. Красивый поступок от Юргена Клоппа. МЮ недоволен Вараном. Будущее Луки Модрича. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Руководство Манчестер Юнайтед выражает недовольство и обеспокоенность в связи с тем, что центральный защитник команды Рафаэль Варан сделал в своей социальной сети публикацию, на которой видно, что во время небольшой паузы в чемпионате он отправился отдыхать на горнолыжный курорт. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на The Sun. По информации издания, трудовое соглашение футболиста предусматривает запрет на экстремальные виды отдыха из-за риска получить травму. Отмечается, что на фоне слухов о возможном уходе Варана из клуба данная ситуация может еще больше усугубить отношения между французским футболистом и Манчестер Юнайтед. Решающий матч чемпионата мира по футболу 26 года состоится в Далласе. Об этом информирует The Sun. По данным издания, финал ЧМ примет домашняя арена клуба NFL Даллас. Этот стадион способен вмещать до 105 тысяч зрителей. Также сообщается, что расписание матчей турнира станет известно 4 февраля. В этот день FIFA официально объявит о городе, который примет решающий поединок. Напомню, что чемпионат состоится в городах США, Канады и Мексики. Финал намечен на 19 июля. Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич покинет испанский клуб по окончании действующего соглашения, сообщает Релева. По их сведениям, игрок не станет продлевать контракт с мадридской командой и продолжит карьеру в другом клубе. Ранее сообщалось, что летом 24-го Модрич может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Хорват выступает за Реал с августа 2012-го. В текущем сезоне на его счету 24 сыгранных матча за королевский клуб. 1 забитый гол и 5 результативных передач. Также издание сообщает о том, что Начо Фернандес, вероятно, останется в команде. Игроку предложена возможность продлить соглашение до лета 25-го. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на новость, что шведский специалист Свен Йоран Эриксон всегда болел за мерсисайдцев и хотел быть тренером этой команды. Очевидно, это была трогательная новость, когда я о ней узнал. Я впервые услышал о его восхищении или любви к Ливерпулю и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь. Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда, и он может сесть на мое место в моем офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Быть на боковой линии, возможно, будет немного сложнее. Принять его здесь и показать ему все, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет, я думаю, это определенно то, что мы ему расскажем. Он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов, я уверен, приводит слова Клоппа BBC. Недавно шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эриксона, ему осталось жить в лучшем случае год. На данный момент шведу 75 лет. Мадридский Реал подготовил план по подписанию контракта с нападающим Манчестер Сити Эрлингом Холландом, который состоит из нескольких пунктов. Об этом сообщает Sport.es. По их информации, во-первых, сливочные не будут оказывать давление на игрока и торопить его с принятием решения, отдавая приоритет аккуратному взаимодействию с окружением норвежца. Во-вторых, в Реале рассчитывают, что контракт Холланда, согласно которому прописанные в нем отступные становятся с каждым сезоном меньше, поможет им подписать нападающего. В-третьих, мадридцы считают, что их полузащитник Джуд Беллингем, с которым у Холланда прекрасные отношения, сможет убедить норвежца перейти в клуб. И в-четвертых, сливочные планируют обращаться к услугам разных агентов для ведения переговоров с игроком. Действующее соглашение Холланда с Сити рассчитано до 2027 года. Мохаммед Салах получил растяжение мышц спины и пропустит 2 матча Кубка африканских наций. Как сообщает Египетская федерация футбола, рентгеновские снимки, которые сделал капитан сборной Египта, показали, что у него растяжение задней мышцы, и он пропустит следующие 2 матча команды в рамках африканских наций с Кабо-Верде, а затем и матч 1/8 финала в случае квалификации. Аль-Иттихад в ярости из-за опоздания Карима Бензема на 17 дней.
Ранее стало известно, что французский форвард был отстранен от сборов с Аль-Иттихадом. Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб вовремя из-за циклона на Маврикии. Ожидалось, что Бензема вернется в расположение клуба 2 января, однако экс-футболист Реала опоздал на 17 дней. По словам источника, клуб в ярости из-за произошедшего. Как сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP, руководители Аль-Иттихада и тренер Марсело Гальярдо встретятся с Каримом, чтобы обсудить его будущее в команде. Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. Аль-Иттихад сыграет на выезде с Аль-Таи. Полузащитник Лейпцига Хави Симмонс, арендованный у ПСЖ, готов остаться в Германии, сообщает Sky Sport Germany. По их информации, Хави Симмонс хотел бы провести в Лейпциге еще один сезон. Клубы обсудят сделку после завершения текущей кампании. Быки намерены сохранить 20-летнего игрока путем продления аренды. Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария может сделать предложение о покупке 20-летнего футболиста уже предстоящим летом. Правый защитник Тоттенхэма Педро Поро может перейти в Манчестер Сити. 24-летний испанец стал одним из ключевых игроков команды Анге Постекоглу в текущем сезоне. Успехи футболиста не остались незамеченными. По информации Football Insider, Поро попал в сферу интересов Ман-Сити, в котором числился на старте карьеры. Если верить слухам, то Пеп Гвардиола видит в своем соотечественнике долгосрочную замену для Кайла Уокера. Игрок принадлежал Манчестер Сити с 19 по 22 год, а затем, так и не дебютировав за первую команду, был продан в Лиссабонский Спортинг. Нынешняя стоимость игрока шпор, согласно оценке Трансфермаркт, составляет 45 миллионов евро. Мадридский Реал близок к подписанию защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. По информации Спортзон, Мадрид уже достиг устного соглашения с канадским футболистом о переходе этим летом. Издание утверждает, что в Баварии об этом знают, но по-прежнему надеются продлить контракт с игроком. Действующее соглашение Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитано до лета 25-го. Саудовский суверенный фонд благосостояния настроен приобрести контрольный пакет акций Милана до конца сезона. Об этом сообщает Ля Репаблика. По информации источника, фонд, а точнее принадлежащая ему нефтяная компания Saudi Aramco, надеется до конца сезона закрыть сделку по выкупу Милана у Redbird Capital. Фонд может заплатить 1,6 миллиарда евро за контрольный пакет акций. Отмечается, что первое лицо Милана Джерри Кардинали в краткосрочной перспективе не будет заинтересован в том, чтобы договариваться с саудовцами. Нападающий сборной Португалии Гонсало Гедеш, принадлежащий Вулверхэмптону, перешел в Вильярреал. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Вильярреал взял Гедеша в аренду. Он будет выступать в клубе Примеры до июня текущего года.